Рита, дорогая, привет, я так рад тебя видеть. Привет, пап. Привет. Как дела? Как твоя учеба? Ну, все по-старому. Учебная программа устаревает, семестр подходит к концу, студенты все такие же упертые. Пап, я имею в виду твою учебу. Ты в прошлый раз хвастался, что взял самоучитель по немецкому. А, это, ну, как-то руки не доходят, понимаешь? У меня для тебя хорошая новость. Решила порадовать старика внуком. Мы взяли билеты и прилетим к тебе через 2 недели. Через 2 недели? Погоди, мы? Я возьму с собой Элли. Пора и познакомиться со своей второй родиной. Эй, смотрите, кто к нам идет. Поздоровайся с дедушкой. Привет, Элли, как твои дела? Sag Hallo zu deinem Großvater. Mama, ich will raus. Sehr gut, Schatz. Мы все перепробовали, она просто не принимает русский. Говорит, что он ей не нужен. Ну, что же, она такая же упрямая, как ее мать. Пап, извини, нам надо идти. Я обещала Элли, что мы пойдем гулять сегодня. Мы еще вдоволь наговоримся Да, через 2 конечно, недели. конечно, да. Вы уже все упаковали? Пап, еще 2 недели. А, да, само собой, да. Хорошего дня, пока. Мгм. Пока. 2 недели. Ницше отверг идею объективной реальности, утверждая, что знание контингентно и условно относительно различных флюидных перспектив интересов. Это приводит к постоянной переоценке правил и норм в соответствии с обстоятельствами изменения индивидуальных взглядов. Этот взгляд получил название перспективизма. В своей книге «Так говорил Заратустра» Ницше утверждал, что над каждым великим человеком висит таблица ценностей. Ницше с детства проявлял интерес к музыке и даже написал несколько оригинальных произведений. Рассказывают, что когда он начинал свое обучение в Бонне, один находчивый гид решил отвезти его в публичный дом. Говорят, что Ницше словно оцепенел в первые секунды, глядя на очаровательные создания, которые выжидающе смотрели на него. А потом бросился к фортепиано, это единственное, что он, как рассказывал позже, здесь имеет душу, взял несколько аккордов и выбежал на улицу, придя в себя от музыки. Извините, а как называется книга «Так говорил Заратустра» в оригинале? Сейчас, секундочку, да, вот. Also sprach... Also sprach Zarathustra. Я знаю всех своих студентов в лицо, но вас что-то не припомню, молодой человек. Роберт. Меня зовут Роберт, я немного пропустил. Да, хорошо, очень хорошо, Роберт. Задержитесь, пожалуйста, на несколько секунд, остальные могут идти, на сегодня все. До свидания. До свидания. Интересуетесь работами Ницше? Не особо. Я читал эту книгу, когда готовился к языковому экзамену. Владеете немецким? Да, в целом. Мне кажется, что изучение языков – это одна из основ саморазвития, которая формирует независимую от системы личность. Такого индивидуума, который способен изменять мир. Молодой человек, у вас недопуск к экзамену, вы это знаете? Да, но я готов поработать и закрыть все хвосты. Ведь еще остается 2 недели.
Хотите пойти на языковые курсы немецкого? Нет, мне уже поздно. Так, профессор, вы дадите мне шанс? Молодой человек, помимо вас, у меня есть достаточно студентов, у которых есть совесть, чтобы приходить ко мне на занятия, так что нет. Профессор, никогда не поздно. Профессор? Роберт, давайте присядем куда-нибудь. Да, конечно. Кофе? Хорошо. Сейчас подойду. Этого кота зовут Боб. Мы обычно не берем котов с улицы. Бездомных животных очень много, и наше кота-кафе не может заботиться о них всех, как и находить для них новых хозяев. Но Боб, он приходил сюда каждый день, садился под окном и просто смотрел. Он не пытался войти внутрь, как и не уходил до того, пока кафе не закрывалось поздно вечером. Мы просто не выдержали. Я не жалею о том, чем занимаюсь, профессор. Я изучаю много нового, я получаю уникальный опыт. Я сожалею лишь о том, что не довожу дела до конца. А еще мне действительно жаль, профессор, что я проявил неуважение к вам, не приходя на ваши лекции. Меня всегда поражало, как легко и быстро вы, молодые люди, беретесь за все новое. Я, например, годами не могу взяться за немецкий, но... Так это была ваша брошюра. Готов поспорить на что угодно, что смогу обучить вас основам немецкого за пару недель. А взамен вы, конечно, хотите закрыть семестр. Честно говоря, я не могу позволить, чтобы мои студенты заваливали семестр. И я отыскал вас сказать, чтобы вы начинали готовиться к экзаменам. Но если вы хотите поспорить... Если мне удастся пробудить в вас интерес к немецкому, вы пойдете на языковые курсы. А я со своей стороны помогу вам сдать зачет и подготовиться к экзаменам. Еще одно, профессор. Молодой человек, вы считаете, что находитесь в таком положении, чтобы диктовать мне условия? Возьмете Боба.
Да, все это было, конечно, очень глубокомысленно. Ну и в качестве последнего вопроса. Как вы находите термин «сверхчеловек»? Это образ, который ввел Ницше в своей книге «Так говорил Заратустра», или по-немецки «Also sprach Zarathustra». Это образ некого существа, который должен превзойти человека, как последний превзошел обезьяну. То есть это творец, великая сила которого задает вектор развития истории. Я считаю, что талантливый человек, он талантлив во всем. Например, Ницше. Вы, например, знали, что он занимался музыкой. Он даже сочинил несколько композиций. Когда он только начинал свое обучение в Бонне. Привет. Я так рад вас увидеть. Приехали. Ну, добро пожаловать. А потом ринулся к единственному предмету, который имел душу – фортепиано. И он сыграл там пару аккордов. И что же было дальше? А вот этого уже никто не знает. Guten Tag, meine liebe Elli. Ich heiße Alexander. Ich bin dein Großvater. Und es ist so schön, mit dir zu sprechen. Guten Tag, Opa! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Маргарита Терехова, я ваша новая учительница. Добро пожаловать на наши курсы иностранных языков. И сегодня вы будете распределены по возрасту и по уровню знания языка. Да? Могу ли я вам чем-нибудь помочь? Прошу прощения, что прерываю. Да, можете. Я хотел бы выучить немецкий язык. Так вы наш новый ученик? Хорошо, проходите, садитесь. Спасибо. Вы опоздали. Прошу прощения. Как я уже сказала, вы будете распределены по возрасту и по уровню знания языка. А сейчас я предлагаю пройти тестирование.